Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша. Спустя целый год отсутствия, вот я снова здесь. Сегодня я делаю видео о том, о чем я давно хотела поделиться. Как многие мои друзья, знакомые, родственники знают, все последние 16 месяцев я прохожу через это состояние. И как вы поняли из названия этого ролика, речь пойдет о ТСВ. Topical Steroid Withdrawal. Отказ от местных кортикостероидов. То, что используется в лечении экземы, в кожных заболеваниях. В общем, это такие крема, которые прописываются дерматологами для лечения кожи. Я хочу рассказать, что со мной было в течение этого года, что мне пришлось прожить. И я очень хочу предостеречь вас от тех ошибок, которые сделала я. Также поддержать тех людей, которые на данный момент проходят это изнурительное состояние. Поэтому я здесь, и у меня с собой есть заметки, на которые я буду ориентироваться. Я уверена, вам будет интересно и полезно сегодня провести это время со мной. Сейчас моя жизнь уже вернулась в предыдущее состояние, и я могу сказать, что я не чувствую проявлений ТСВ, я снова могу жить как обычный человек. Конечно, моя кожа все еще чувствительна, но я уже абсолютно в другом состоянии, нежели когда я проходила весь этот ад. Дам вам немножко полезной информации о том, что такое ТСВ. ТСВ – это процесс прекращения использования стероидов, которые могут быть местными или для приема внутрь. Их обычно назначают дерматологи для лечения кожных заболеваний, таких как экзема, псориаз, крапивница, аллергические проявления. В общем, я думаю, вы сами знаете, что гормональные мази используются повсеместно и назначают их даже без рецепта. И, к сожалению, пациенты злоупотребляют использованием этих кремов. Это происходит неосознанно, потому что врачи назначают все больше и более сильный гормон, иногда нарушает схемы использования, которые прописываются в инструкции, уверяя, что человеку нужно пожизненно пользоваться. И таким образом они вводят своего пациента в зависимость. К сожалению, они не рассказывают о рисках, которые есть при использовании таких кремов. Когда ты мажешь крем, он тебе помогает, ты его отменяешь, все становится только хуже, и площадь распространения увеличивается, и экзема только усугубляется. Некоторые пациенты начинают замечать что-то неладное и отменяют стероиды. Они видят, что когда они используют крем, то экземы нет, и проявлений зуда нет, но как только они его отменяют, как будто бы все усиливается и даже появляются новые площади. И хочется добавить, что это не психологическая зависимость, что это именно физическая зависимость. Твоя кожа требует большую порцию гормона. И без стероидов она больше не может справляться самостоятельно. По крайней мере, так кажется первые месяцы. Что касается меня, я провела в свое время небольшой ресерч, узнала всю эту информацию и резко отменила стероид. Я не уменьшала дозировку, я не переходила на какие-то другие виды стероидов, я просто резко отменила. Когда я начала углубляться и проживать это состояние сильнее, я поняла, во что я ввязалась, где я нахожусь. Начну со своей истории, я уверена, что она у нас с вами похожа. Началось у меня все в детстве, в раннем возрасте, но довольно нормально и легко это проходило без использования кремов, мы справлялись самостоятельно. Потом я вошла в ремиссию на 14 лет, и по своей неопытности, по своей ошибке, по своей глупости я пошла работать парикмахером, я пошла исполнять свою мечту. Таким образом, я ослушалась всех, кто меня предупреждал о том, что у меня атопический дерматит в ремиссии, что я могу себе навредить. Так как обычно дома мы не использовали химию, не убирались с какими-то средствами, мы старались минимально воздействовать на такую чувствительную кожу. И вот начался период, когда я учусь на парикмахера, взаимодействую с химией, и таким образом моя кожа начинает бунтовать. Конечно, для того, чтобы продолжать дальше работать, учиться, мне прописывают врачи элакон,
высокой степени гормон для того, чтобы купировать мои симптомы. Прописывают они по схеме на 14 дней, и я не превышаю этого периода никогда. Я всегда читаю аннотации, я всегда очень осторожно отношусь к таким вещам. Но с течением времени я понимаю, что ничто, кроме этих кремов, мне не помогает. Так как я постоянно взаимодействую со своим триггером, у меня нет выхода, кроме как следовать рекомендации врачей, либо уходить из профессии, чего я делать точно не хотела. И находясь вот в таком круге порочном, в какой-то момент просто не выдерживаю, и я прекращаю работу парикмахером и уезжаю в Азию, где моя кожа чувствует себя просто волшебно. Прекрасно, без всяких лакомов, акридермов и тех привычных для меня мазей, которые я обычно использую. После того, как я пожила в Азии, я вернулась в привычный мне климат, в Грузию, отсюда вы меня все знаете, и в этот период начался самый тяжелый и затяжной период моей аллергии-атопического дерматита. Я выздоровела, и мы едем на Бали. Сквозь холод Завтра. и кофе. И кофе. Начались такие проявления, которых я не испытывала никогда, и я очень сильно сомневалась, а атопический ли это дерматит в целом. У меня были с собой мази, потому что я на всякий случай привезла их из России. Знала, что врачи их будут прописывать, и лучше я возьму ту мазь, которая мне помогает, и я не буду искать по аптекам аналоги. Возвращаясь в Грузию, каким-то образом спустя пару месяцев у меня начинается зуд, у меня начинается сыпь, такой этиологии, о которой я не знала. Сейчас я уже оборачиваюсь назад, могу сказать, что это были грибы, это была грибная инфекция. Я думала, что это лишай, я подозревала, что это что-то такое, но никто из врачей мне этого не подтверждал. Соскобы они брали, а они были неинформативны. Я мазалась по схемам врачей все так же, по 2 недели. Кто-то увеличивал меня на проактивную терапию, кто-то замазывал меня эмолентом, а потом гормоном. В общем, разные были схемы лечения, но, к сожалению, ни одна из них не помогала. И каждый раз, когда я отменяла курс лечения дерматологов в Грузии, мне становилось хуже. Конечно же, я это еще связывала все с диетами, ограничениями по типу никаких кофе, никаких сладостей. Но это с детства, это база, да, то, что нам врачи говорят, родители запрещают, мы вот атопики на пожизненной диете. Я думаю, что сейчас уже не секрет, на дворе 25-й год, и люди знают на данный момент, что нет никакой зависимости от еды и атопического дерматита. Дерматит – это самостоятельное заболевание кожи. Еда не влияет на это. Еда может влиять на аллергию, если у тебя подтвержденные аллергены, которые ты сдаешь в лаборатории, там, анализ крови и так далее. Вот в этом случае у тебя могут быть проявления в виде крапивницы или другие аллергические проявления. В этом случае еда может быть связана. Но как тортики и дерматит, такой взаимосвязи нет. Об этом сейчас стараются говорить продвинутые все аллергологи, дерматологи, поэтому информация на данный момент наконец-то опровержена, и наконец-то мы можем есть все, что хотим. И могу сказать на своем опыте, пройдя самый тяжелый месяц ТСВ, так оно и есть. Я могу есть все, что хочу, я ем любые фрукты, и красные, и бургеры, и пью кофе, и пью всякую химозу, и пью газировки, если хочу, и никаких последствий у меня нету на коже. Когда мы используем гормональные мази, они сужают сосуды, и таким образом мы не видим красного, мы не увидим воспаленного участка на коже. Визуально нам кажется, что здесь уже нету никаких проблем. Но это происходит только потому, что гормональные мази сужают сосуды, краснота уходит, и когда мы отменяем, сосуды резко расширяются, мы увидим все проявления воспаления.
середины мая 2024 года я отменила использование Акридерма и Лакома. Самые тяжелые месяцы были с 1 по 6, а первые 2 я и вовсе сомневалась и относилась к этому скептически. Я по большей степени верила врачам, потому что я всегда полагалась на них и слушала их рекомендации. А врачи утверждали, что у меня очень тяжелая форма аллергии или очень тяжелая форма атопического дерматита. И их подход к лечению — это постоянные капельницы с гормоном, которые я должна делать даже в период, когда у меня ремиссия, даже в период, когда меня ничего не беспокоит. Конечно, я не была согласна с таким. Я себя безумно сильно ограничивала. Я пила антигистаминные кучами, я пила полисорб кучей. В общем, все лишь бы облегчить себе состояние. Я делала себе уколы супрастина, диметрола для того, чтобы снизить вот этот вот иммунный ответ, как мне казалось. Но по факту я уже была в зависимости. На тот момент, когда я отменяла гормональные мази, моя кожа в этот промежуток бунтовала. И когда я начала замечать неладное, я начала гуглить. Я была в шоке, конечно, я не верила всей этой информации, которую я нашла онлайн, и я думала, что это точно не про меня, и что даже если у меня есть зависимость, то я отделаюсь 3 месяцами, это максимум. 3 месяца, да это же как год, по-любому у меня все пройдет, думала я. И была очень наивна, потому что, к сожалению, моя кожа, ей потребовался год с процедурами, которые я делала каждую неделю. Только благодаря такому комплексу, время плюс процедуры, моя кожа превратилась в то состояние, в котором я сейчас нахожусь. И сейчас, оборачиваясь назад, опять-таки я могу сказать, что да, это были грибы, это была просто присоединенная инфекция на мой убитый кожный барьер, который был истончен гормональными мазями. У меня закрадывалось сомнение, что ТСВ — это же не научно, об этом не говорят врачи, поэтому 50% у меня было, что это тяжелая форма атопического дерматита, а 50%, что это все-таки зависимость от гормональных кремов. И там у меня были аргументы, и с течением времени ТСВ перевесило, потому что я сравнивала все симптомы, которые люди проходят в ТСВ, и при атопическом дерматите таких симптомов не должно быть. Не должно быть горящей кожи, не должно быть Red Skin синдрома, когда у тебя все красное, только ладони белые, не должно быть перепадов температур, и грибы не распространяются по телу с такой скоростью. Ведь основным критерием, который со мной произошел при отмене гормональной мази, был тот критерий, что пятна, которые у меня были на шее, на спине, вот в этой зоне, у меня были пятна, которые разрослись огромными участками и круглыми рисунками распространились по всему телу. Они не задели только лицо. На лице это выглядело не пятнами, а немножко шелушениями вот здесь, красные веки, и на лбу был небольшой участок. И это было не так сильно заметно, как это было заметно по всему телу, вплоть начиная вот от шеи и заканчивая ногами. Оно не задело только мою грудь, но все остальное, 97% тела, разрослась грибная инфекция. От маленьких кружочков оно слилось в один большой участок. Тут я уже окончательно все поняла на 3-м месяце. У меня не оставалось сомнений, что это именно зависимость. Все симптомы совпадали. И именно с этого месяца у меня началась жесть, которая сопровождалась тем, что из моих ран начала течь сукровица, инфекция. Я на тот момент не понимала, поэтому я пошла в лабораторию, у меня взяли анализ и подтвердилось, что у меня есть наличие грибной инфекции на коже и наличие стафилококка. Я молчу о том, что это все сопровождалось невероятным шелушением. Кожа валялась на полу, на кровати, я пылесосила каждый день, я подметала каждый день. Это были ошметки кожи, это были кучки кожи темной, так как я пыталась в этот момент еще загорать. Думала, что солнце мне поможет, пыталась купаться в море, но кожа невероятно сильно жгла от контакта с любой водой, с соленой, из-под душа, неважно, мне было очень тяжело, и я продолжала. Я делала это в надежде, что это же должно помочь, но в ТСВ абсолютно другой подход, и делать это только себе вредить, только делать себе больно. Мне сейчас 27 лет,
И 7 лет из своей жизни я потратила на то, что я пользовалась кремами. Конечно, я делала это не каждый день. Я использовала крема только строго по инструкции. И курсов в год у меня, наверное, было 5 максимум. То есть я не использовала на постоянной основе крема. Я делала огромные перерывы. Семь лет я использовала крема, не зная, что они делают с моей кожей. И я использовала порядка 150 граммов всего на протяжении вот этих вот 7 лет. То есть я реально пользовалась чуть-чуть, но тем не менее это вело меня тоже в зависимость. 150 грамм это примерно 5 тюбиков, если по 30 грамм брать. Врачи мне прописывали на лицо Адвантан, и его я использовала 2 недели. Поэтому его я в счет не беру. Я со своей историей вот этих вот всех заболеваний могу сказать, что я на лицо не наносила гормон никогда, только на веки гидрокортизоновую мазь. Потому что я четко видела в инструкции слова «не использовать на лице». Запрещено использовать на лице. Сейчас я не пользуюсь кремами уже 16 месяцев. Могу сказать, что моя кожа практически вернулась в то состояние, когда я закончила работать с парикмахером. На тот период в Азии, 9 месяцев, это было просто совершенное состояние моей кожи. Как мне тогда казалось, это просто самый лучший период, который я проживала вместе с загаром, с эластичностью и так далее. Такая вот моя история вкратце. А теперь расскажу подробнее про симптомы TSW и что происходило с моим телом помесячно, что будет очень полезно тем, кто сомневается в своем диагнозе или только начинает свой путь отказа от стероидов. Так выглядел мой первый месяц отмены. Краснота и зуд очень быстро распространялись по всему телу, и это не было похоже на экзему. У меня началась стадия Red Skin Syndrome, это синдром красной кожи, когда все твое тело покрывается красным цветом, кожа становится воспаленной, она не переносит душ, она не переносит контакт с одеждой, с постелью, тебе очень больно просто даже существовать. Постоянно бросает то в жар, то в холод, нарушается терморегуляция, мне было постоянно жарко-холодно. Я не могла настроить температуру в комнате, я не могла спать с открытым окном, мне было жарко, я не могла спать с кондиционером, мне было холодно, когда он находился совершенно в другой комнате. Мне было очень жарко под простынкой, без простынки мне было холодно. И мое тело, оно не могло лежать на кровати, потому что оно очень сильно горело от соприкосновения с поверхностями, жжение, была дрожь, была тряска тела. И это все сопровождается невероятно глубоким зудом до костей. Зуд, он буквально ненасытный, он неутолимый и он не уходящий. И все, что ты можешь сделать, это только разодрать. Да, я знаю, как это звучит, но, к сожалению, это правда. Это когда ты раздираешь свою зону настолько сильно, чтобы боль перекрыла зуд. К сожалению, это очень травматично, ведь кожа уже больше не эластичная, она вся сухая. Текстура, правда, очень сильно меняется. Вот в этом первом месяце твоя кожа, она буквально становится другой, и она уже больше не эластичная, она легче рвется, она легче повреждается, и когда ты ее чешешь, а ты ее чешешь без остановки, зуд, он не уходит, она, конечно, рвется, и таким образом вытекает следующая проблема, и это присоединенные инфекции. Я об этом расскажу чуть дальше, ведь у меня это случилось не на первом месяце, а уже на втором-третьем. На самом деле это худший опыт, и это очень сильно выматывает, когда ты чешешься просто постоянно. А таблетки и уколы тебе не помогают. На втором-третьем месяце я перестала выходить на улицу, потому что моя нервная система не выносила никаких звуков, и я теряла силы. Переставала ходить, мне было больно ходить, сидела на диетах, от этого я питалась очень плохо, скудно, и у меня не было сил просто прогуляться.
И следующий худший симптом — это бессонница. Со мной она была 3-4 месяца. Это буквально час в сутки, когда ты можешь спать. Мне очень тяжело вспоминать этот период, потому что нервная система, она не выдерживает такого режима, и она очень сильно сдает сбой. Я буквально не разговаривала ни с кем, не использовала соцсети, мне было очень-очень тяжело просто взаимодействовать с кем-то. Я не могла смотреть фильмы, смотрела в потолок. Любые эмоции, приятные или не очень, они вводили меня в жуткий зуд. Также я замечала, что, выходя на улицу, я больше чешусь, мне становится там хуже. Поэтому я сидела дома, и на этом фоне у меня развилась депрессия. В этот момент я принимала антидепрессанты, которые были прописаны моим аллергологом, для того, чтобы я могла хотя бы заснуть. У меня не было запроса в антидепрессантах, когда я пришла к нему на прием. Он посчитал, что эти таблетки помогут мне хотя бы спать, хотя бы иметь возможность заснуть. По факту они помогали мне получить этот сонливый эффект. Но получалось так, что я засыпала, и через 15 минут я резко просыпалась и очень сильно себя чесала, ведь я была расслаблена. Когда я отменила эти таблетки, моя депрессия, мое состояние из-за отсутствия сна, оно ухудшилось. И я боюсь вспоминать этот период, когда я просто кричала о том, что я сейчас залезу на перила, и я хочу это все закончить. Всем, кто проходит этот тяжелый путь, я стараюсь максимально помочь, поддержать. Я знаю, что вы испытываете. Просто дайте себе время. Дайте себе время, оно обязательно закончится. Все эти тяжелые моменты, мысли, они уйдут. Мир прекрасен. Вы должны его увидеть. Не лишайте себя этой возможности, как бы плохо вам не было. Это временно, вам точно полегчает. Не нужно делать поспешных выводов. Я понимаю, что очень тяжело жить в этом состоянии, очень сложно проживать такой день, который кажется, что он не заканчивается. Нужно просто дать себе время. Знаете, тяжело находиться в таком состоянии, когда ты не знаешь, сколько еще тебе страдать. Дни, недели, месяцы, годы. Ни у кого нет ответа, когда это все закончится. Не видишь просвета, ты делаешь шаг вперед, но ощущается, как будто бы ты делаешь 10 шагов назад. Моя бессонница была настолько плохой, что я не могла ничего делать самостоятельно. Я помню, как я не могла самостоятельно умываться, я помню, как я не могла принять душ, и мне приходилось пить обезболивающие таблетки. Я помню, как муж меня умывал, как мыл мне голову, насколько этот период был испытанием, действительно для нас двоих. У меня отекали ноги, у меня увеличивались лимфоузлы, повышалась температура тела, и это распространенные симптомы при ТСВ. Также на 3-м месяце я заметила, что у меня выпадают волосы, и мне становится тяжело ходить, так как под коленями в моих расчесах образовалась бактериальная инфекция. Она очень сильно зудит, и она течет. То есть это буквально из открытой раны у тебя ежедневно вытекает каплями желтая, вонючая жидкость. Я бы назвала это запах сырой курицы или мокрой собаки. В общем, это было очень противно, это было ужасно тяжело. Сейчас уже оборачиваясь назад, я знаю информацию о том, что это нужно незамедлительно лечить, ведь одна бактерия за час может разрастись в 5 миллионов единиц. Поэтому так важно лечить подтвержденный анализом стафилококк. Справиться с этим ментально тоже было непросто, ведь я всегда видела себя красивой, а здесь я себя не узнаю. Я не понимаю, что происходит с моим телом и как себе помочь. И, конечно, я думала о том, чтобы вернуться к гормонам. Конечно, я подумывала о том, чтобы взять и намазаться, лишь бы прекратить вот эти страдания, которые я прохожу в моменте. Я думала пойти в больницу, сделать укол. Я это делала, но я это делала на первых месяцах, о чем я вам не рассказала. Это моя ошибка. На 1-м месяце, найдя информацию про ТСВ, не поверила и пошла на гормональные уколы, которые помогли мне ровно на 1 сутки. Мне сделали капельницу с гормоном, укол.
На следующий день все мои грибные вот эти участки, они выглядели светлыми. Спустя день все снова вернулось, вся краснота резко вернулась. Вы, кстати, можете посмотреть фотографии и эту историю у меня здесь. Тяжелым периодом был момент, когда я ходила к врачам и пыталась найти какую-то поддержку и помощь, но они не хотели слушать про ТСВ. Я предоставляла информацию с сайта ИТСАН. Я настаивала на том, чтобы они изучили истории таких же пострадавших людей, как и я. Врачи считали, что их база знаний выше, и я никто, чтобы им рассказывать о том, что я проживаю. Когда ты остаешься один на один со своей болезнью, без медицинской помощи, ты чувствуешь себя брошенным. Когда ты понимаешь, что тысячи людей пострадали от медицинских назначений врачей, ты грустишь от того, что это продолжается, и люди продолжают использовать мази, не зная, что они уже находятся в зависимости. На 3-м месяце я решила уехать из Грузии в Бангкок на КАП-процедуры. Что это такое, я обязательно расскажу в своем следующем видео. Дождитесь, оно будет очень информативным. КАП-процедуры, если коротко, Cold Atmosphere Plasma, это то, что воздействует на кожу ионами газа, озоном и помогает ранкам заживать. Эта процедура абсолютно безболезненна, но она, к сожалению, дорогостоящая. С 6 по 10 месяц я начала видеть улучшения, начала замечать, что моя кожа больше не сочится, что я могу потихоньку выходить из дома. И по большей степени я благодарна процедурам, которые я делала в Бангкоке. Неделя за неделей мне становилось лучше. Если раньше у меня все дни были плохими, то благодаря процедурам у меня появился один день в неделю, когда я чувствовала себя хорошо, когда у меня было меньше зуда, когда я могла спать, да, с прерывистыми какими-то моментами, но я спала. И эти процедуры помогали мне избавляться от бактериальной инфекции, а также от грибной инфекции. Плюс я параллельно пила таблетки, которые тоже убивали инфекции. В совокупности это все дало просто замечательный, суперский результат. Стали появляться дни, когда зуда практически нету. Сначала это раз в неделю, потом это раз в 2 недели, раз в 3, раз в месяц. Сейчас у меня зуда нету вообще, за исключением аллергии. Такие дни, они давали надежду, они давали мне время отдохнуть. Я стала замечать, что моя кожа меняет размер чешуек, размер вот этих вот шелушений становился все меньше и меньше, и их количество тоже сокращалось. То есть моя кожа все больше становилась более эластичной. Но самое важное, что со мной произошло, это мой первый сон. На 10-11 месяце я стала спать настолько хорошо, что я даже не просыпалась, чтобы почесаться. Если до этого я просыпалась каждый час, по часу чесалась, то с каждым месяцем все становилось лучше и лучше. Я просыпалась как 5 раз за ночь почесаться, потом время сокращалось, я чесалась не час, а 30 минут, 15 минут. И вот к 10-11 месяцу я перестала просыпаться вообще за ночь, и я стала видеть сны. И моя нервная система заметно стала улучшаться. Это невероятные эмоции счастья, и это знак, что я наконец выздоравливаю. Делая процедуру в Бангкоке, я не имела никакой надежды, что мне это поможет, ведь официального лечения от ТСВ не существует. Но КАП-процедуры действительно в моем случае очень хорошо сработали, они буквально спасли мне жизнь. В Бангкоке я провела 8 или 9 месяцев, и весь этот период я делала процедуры каждую неделю. Скажу честно, я скептический человек, и так как этот метод не научный, я очень сомневалась. Также у меня не было примеров, кто успешно излечился благодаря этому методу. Каждый случай, он
уникальный и индивидуальный. Кто-то использует много грамм, кто-то использует мало, кто-то пользуется только 1 год, а кто-то годами на протяжении всей жизни мажется. Поэтому сомнения были, недоверие было, но я очень-очень благодарна всей информации, которую я там получила. И сейчас я тоже продолжаю делать процедуры, но уже намного реже, я делаю их раз в месяц. Нахожусь я сейчас на острове Бали, и здесь тоже открылась клиника, КАП-клиника. Хочу сказать, что для меня метод оказался рабочий. Я начала чувствовать улучшение на 6-7 месяце делания КАП-процедур. Я могла гулять, я могла ездить на острова. Конечно, с последствиями, конечно, у меня бывали вспышки аллергии. Ой, пипец, вот это просто. Я как тут в последний путь прям чесалась. Потому что ты уже себя хранила в голове. Я уже была готова сдаться. Поэтому ты и чесала. Тебе уже было себя не жалко в этом. Мне вообще себя было не жалко, а теперь у меня везде сукрыется, и это так больно очень. Какая-то нехорошая реакция, но в каждом из этих вот происшествий я училась, я понимала реакцию своего организма на раздражители, на аллергены, я принимала и применяла информацию, которую мне рассказывали в Бангкоке. Таким образом, я научилась заботиться о себе. Спасибо, что вы были со мной, спасибо за просмотр этого видео. Если у вас есть вопросы ко мне, задавайте их в комментариях, и я очень рада вернуться. Я безумно сильно скучала. Я очень-очень хотела вести свой YouTube, и я была безумно расстроена, когда эту возможность у меня отняли год назад. У меня для вас было снято очень много контента, но, к сожалению, сил на монтаж и возможностей у меня не было. Еще раз благодарю, что вы со мной.